Глава 3. Токен-Крик, Монтана. «Мое сердце скорбит о друге, Абби Пфистер», — сказал пастор Райлан Джарвик, обращаясь к группе людей, собравшихся на кладбище. Он стоял рядом с простым деревянным гробом, готовым к погребению. «Мне будет не хватать его живого ума и сострадательного сердца. Многие из нас знают, что ее сердце не всегда было сострадательным. Но всего неделю назад она говорила мне, что молится за всех вас. Она верила, что у Бога есть особые планы для жителей Токен-Крик и нашей маленькой общины». Райлан окинул взглядом лица собравшихся людей. Большинство из них были прихожанами церкви, но не все. Он уже сказал все, что должен был сказать про Абби, но подумал, что еще одно последнее напоминание может быть вполне уместным. «Пожалуйста, не забывайте самого главного. В этом гробу лежит не сама Абби, которую мы знали, а лишь ее тело. Всего год назад она обратилась к Христу как к своему Спасителю и Богу». Райлан закончил свою речь молитвой, но люди не расходились и продолжали некоторое время стоять на месте и переговариваться. Незадолго до кончины Абби, когда она стала членом поместной церкви, все с удовольствием общались с ней. Последней с могилы ушла Джанет Фулбрайт, которая многие месяцы регулярно виделась с Абби. Обе женщины очень сдружились, изучали послание Иакова вместе и росли в познании Бога. Джанет, не отрываясь, смотрела на могилу, зная, что будет сильно скучать по своей непредсказуемой подруге. Один из племянников Джанет вернулся за ней и проводил к фургону. Но прежде чем уйти, Джанет пообещала себе молиться так, как молилась Абби. Она тоже верила, что Христос умер за всех жителей города и что у Бога были особые планы для Токен-Крик. В среду утром, когда июньское солнце уже ласково согревало улицы Токен-Крик, Джанет открыла двери своей мастерской «Швейные изделия Токен-Крик». Она оставила дверь открытой, наслаждаясь легким ветерком. Потом женщина прошла вглубь мастерской, чтобы снять шляпу и приступить к работе. Бизнес шел не особенно бойко, но это вполне устраивало Джанет. Когда она полностью взяла на себя управление мастерской, она не знала, сколько у нее будет работы. Жена ее племянника, Кассиди Холден, всегда была готова прийти ей на помощь. Но она недавно вышла замуж, и они с Трейсом жили далеко от города, где Трейс со своим братом Брэдом работали на ранчо. На этой неделе у Джанет не было новых заказов, и это давало ей возможность дошить вещи, которые остались незаконченными с прошлой недели. Джанет хотела уже приступить к работе, когда почувствовала чье-то присутствие. В мастерскую очень тихо вошла высокая молодая девушка и теперь с неуверенным видом стояла у порога. «Добрый день!» – приветливо поздоровалась с ней Джанет. «Добрый день!» – ответила девушка. «Я пришла по объявлению о работе, которое вывешено в витрине». «Пожалуйста, входите!» – пригласила Джанет и указала на стул. Еще никто не обращался к ней по поводу вывески. «Требуется швея», и Джанет старалась не обнадеживать себя раньше времени. Когда молодая девушка села, хозяйка мастерской заговорила. «Меня зовут Джанет Фулбрайт». «А меня Бри», – начала незнакомка и замолчала. «Я хотела сказать Сабрина Мэтьюс». «А как вам больше нравится, Бри или Сабрина?» «Чаще меня называют Бри». «В таком случае приятно познакомиться с вами, Бри. Расскажите, какой у вас опыт в шитье?» «Я никогда не шила на швейной машинке», – сказала Сабрина, бросив взгляд на стоящую у стены машинку. «Но я без труда управляюсь с иголкой». «Кто научил вас?»
Моя мать. А вы не возражаете против того, чтобы показать мне что-нибудь из ваших работ? Да, мэм. То есть нет, мэм. Сабрина сделала паузу и перевела дыхание, постаравшись успокоиться, но ее сердце продолжало бешено биться. Не возражаю. Джанет сочувственно улыбнулась, видя юные глаза своей собеседницы и понимая, как она, должно быть, волнуется. Джанет хотелось взять ее на работу, очень сильно хотелось. Но хотя ей и импонировала милая беззащитность девушки, она не имела права забывать о бизнесе. «Как насчет рубца? Вы можете подшить брючину?» Сабрина кивнула и взяла из рук Джанет протянутые ей иглу, нитку и мужские брюки, которые уже были подогнуты и заколоты булавками. «Позовите меня, когда все будет готово», — сказала Джанет, пересела за швейную машинку и, наклонившись, спрятала улыбку, услышав вздох Сабрины. Сабрина не стала терять времени. У нее хорошо получалось подшивать вещи, и ей было легче работать, когда на нее никто не смотрит. Ее пальцы немного дрожали, когда она заправляла нитку в иголку. Но как только она это сделала, то очень быстро справилась с заданием. Девушка внимательно осмотрела шоу и убедилась, что сделала все как нельзя лучше. «Мисс Фулбрайт». «Миссис», – поправила ее Джанет. «Но, пожалуйста, называйте меня Джанет. Как у вас получилось?» Вместо ответа Сабрина протянула ей брюки. Джанет осмотрела рубец и осталась удовлетворена результатом работы. Работа девушки отличалась от стиля шитья Джанет, но шов был такой же аккуратный и крепкий. «Очень хорошо», – сказала Джанет искренне, но при этом заставила себя не спешить с выводами. «Скажите мне, Бри, что привело вас в Токен-Крик?» «Вообще-то я родом из Денвера», – ответила Сабрина. В дороге у нее было много времени, чтобы подумать над тем, как отвечать на этот вопрос. Этот город связан для меня с некоторыми неприятными воспоминаниями, и когда мне захотелось изменить свою жизнь, то друзья из церковной общины посоветовали мне переехать в Монтану. «Ну, я думаю, что мы с вами поладим», – сказала Джанет, которой понравился ее ответ. Девушка показалась ей искренней. «Как вы смотрите на то, что я возьму вас на испытательный срок на месяц? Если через 4 недели мы не захотим продлить договор, то нам нужно будет только сообщить об этом друг другу». «Хорошо», – согласилась Сабрина, стараясь говорить спокойно, хотя у нее перехватывало дыхание. «Когда я могу приступить к работе?» «Вы можете начать с завтрашнего утра?» Сабрина кивнула, и Джанет стала объяснять, когда открывается мастерская, и что помощь Сабрины понадобится ей несколько дней в неделю со среды по субботу. У Сабрины было еще несколько вопросов о том, как ей следует одеваться на работу и какая у нее будет зарплата, но и у Джанет были свои вопросы. «А когда вы приехали в город?» – спросила пожилая женщина. «Вчера, во второй половине дня». «А у вас есть жилье?» «Пока нет». «Как вы смотрите на то, чтобы остановиться в моем доме? Может случиться, что сегодня вы ничего не найдете, а потом до конца недели вы будете работать. Пока вы будете жить у меня, то у вас будет возможность осмотреться в городе». Джанет видела, что девушка смутилась. Сабрина посмотрела в глаза пожилой женщины, и хотя та была намного ниже ее ростом, Сабрина почувствовала себя беспомощным ребенком. Даже прожив полгода у Баршоу и общаясь с прихожанами церкви в Денвере, девушка все еще не привыкла к доброму отношению к себе. И подобная доброта со стороны незнакомого человека поразила ее. «Спасибо», – с трудом проговорила Сабрина.
Если нужно, я могу помогать вам по дому. Дело в том, что у меня отличная прислуга, которая за всем смотрит, поэтому вам не стоит волноваться по этому поводу. Просто спокойно подыскивайте себе безопасное жилье и постарайтесь хорошо устроиться на новом месте. Сабрина выслушала указания относительно того, как найти дом Джанет, после чего снова поблагодарила хозяйку мастерской и ушла. Едва дыша от волнения, она вернулась на железнодорожную станцию и, колеблясь, стояла в пустом зале. Почему-то она думала, что здесь всегда бывает людно. Когда она уже собралась уходить, появился начальник станции. «Вы вернулись за своей сумкой, мисс?» Приветливо спросил Кейлеб Хейторн. «Да, благодарю вас». Кейлеб улыбнулся высокой девушке, после чего прошел за стойку и вернулся с ее тяжелой сумкой в руках. Ему хотелось задать ей вопрос, но он промолчал. Он не был по природе любопытным, но эта пассажирка произвела на него определенное впечатление. Он знал, где она провела прошедшую ночь, но никогда не стал бы обсуждать это. «Вот ваши вещи», – сказал ей Кейлеб, протягивая сумку. «Сколько я вам должна?» – спросила она, потянувшись за редикюлем, который свешивался с ее пояса. «Это за счет заведения», – сказал он. «Благодарю вас». Кейлеб кивнул и посмотрел ей вслед, когда она выходила из задних дверей вокзала. Он не следил за ней, но был почти уверен в том, что знает, куда она направляется. Сабрина вышла со станции и пошла по посыпанной гравием дорожке в сторону деревьев. Придя на заросшую травой лужайку, на которой она спала накануне ночью, она упала на колени. «У меня есть работа», – молилась она с чувством большого облегчения. «Благодарю тебя за то, что ты ее послал. Ты вел меня, и Джанет Фулбрайт взяла меня на работу». Долгое время Сабрина не могла найти подходящих слов. Ее сердце переполняло благодарность Богу. Она покинула Денвер, отказавшись от рекомендательного письма от Баршоу. Они хотели написать письмо по местной общине, которое она смогла бы предъявить. Но Сабрина решила все сделать сама. Возможность устроиться на работу в первый же день даже не приходила ей в голову. И сегодня она будет спать в доме, а не на земле и не в поезде. Она начала искать в своей сумке бумагу и карандаш. Пришло время написать письмо домой. «Что ты делаешь?» – спросила Джесси Виллер у своей старшей дочери Ханны, когда увидела, что та что-то ищет за одним из прилавков магазина Виллеров. «Ищу тряпку». «Зачем она тебе понадобилась?» «Хочу протереть пыль на полке». Джесси, которая была хозяйкой этого магазина, посмотрела на полку, на которую ей указала дочь. Она определенно запылилась, но на нижних полках всегда было много пыли. В магазине находились двое покупателей, но женщина проигнорировала их и наклонилась к дочери. «Я думаю, что тебе нужно идти играть», – сказала Джесси, ласково обращаясь к дочери, которая слишком серьезно относилась к жизни. «У тебя только что закончился учебный год. Разве тебе не хочется немного отдохнуть летом? Но кто же тогда сотрет пыль с полки?» «Этого я пока не знаю, но я точно знаю, что пыль от нас никуда не денется». Ханна слегка улыбнулась. Это был привычный ответ ее матери, и хотя она слышала его уже много раз, но и сейчас он оказал на нее нужное действие. «Хорошо», – неохотно согласилась девочка. Джесси посмотрела вслед дочери, после чего заметила у прилавка Сабрину. «Чем я могу вам помочь?» – обратилась к ней Джесси. «Мне нужно отправить письмо», – сказала Сабрина. «Это можно сделать здесь?» «Конечно, можно». Джесси взяла письмо и посмотрела на адрес.
Почта в Денвер будет отправлена не раньше завтрашнего дня». Сабрина кивнула, зная, что Дэнни и Келли все равно не ожидают получить от нее весточку так скоро. Она почти улыбнулась, когда представила себе их лица. Джесси взяла письмо и приняла от Сабрины оплату, после чего поинтересовалась у девушки, приезжая ли она. Это было понятно и без вопросов, но Джесси воспользовалась этим предлогом, чтобы начать разговор. «Да, я приехала только вчера. У вас, случайно, не найдется для меня работы?» – спросила Сабрина, набравшись храбрости. «Не на полный рабочий день. Извините». «Вообще-то, меня только что приняла на работу Джанет Фулбрайт, поэтому я свободна только по понедельникам и вторникам». Джесси не ожидала такого напора и внимательно посмотрела на девушку. «Я должна сказать вам», – добавила Сабрина, прежде чем Джесси успела что-то ответить, «что у меня нет опыта работы в магазине, но меня нельзя назвать неуклюжей, и я довольно быстро всему учусь». Джесси не смогла сдержать улыбки. Голос девушки был мягким и временами звучал робко, но ее осанка и движения создавали впечатление уверенной в себе особы. «Возможно, мне не понадобятся ваши услуги каждую неделю», – начала Джесси. «Но вы можете зайти в понедельник утром, и к тому времени я смогу дать вам ответ». Сабрина улыбнулась и вздохнула. «Кстати, меня зовут Джесси», – представилась женщина. «А меня Бри Мэтьюс». «Ну, Бри Мэтьюс, увидимся в понедельник». Джесси попрощалась с девушкой и снова улыбнулась, наблюдая, как Сабрина с очень довольным лицом выходила из магазина. Сабрина находилась в дальнем конце города с большим домом и размышляла над тем, туда ли она пришла. Джанет объяснила ей, где находится ее дом, и говорила, что он большой. Но такой особняк Сабрина просто не ожидала увидеть. Девушка медленно пошла по дорожке и была удивлена, когда из парадной двери вышла женщина. Женщина прошла несколько шагов и только тогда заметила Сабрину. «Здравствуйте!» – поприветствовала ее женщина, продолжая идти прямо на нее. «Добрый день», – сказала Сабрина в ответ, делая шаг в сторону, чтобы пропустить женщину. Сабрина посмотрела ей вслед. Было видно, что та совсем не удивилась присутствию Сабрины. Это придало новоиспеченной жительнице Токен-Крик мужество, чтобы подняться по ступенькам и постучать в парадную дверь. «К нам приходила молодая высокая девушка с темными волосами?» – спросила Джанет у Хезер, как только вернулась домой из мастерской. Хезер, работавшая у Джанет уже много лет, только улыбнулась в ответ хозяйке. «Бри на кухне. Она помогает Бекки». «О-о-о», – произнесла Джанет тихо. Она не ожидала подобного ответа. «А что она там делает?» Бри случайно услышала, что Бекки собирается приготовить хлебный пудинг и захотела посмотреть, как она это делает. Джанет невольно улыбнулась. Она и так была вполне уверена, что сделала правильно, взяв на работу Сабрину Мэтьюс. И услышанное еще больше утвердило ее в этом мнении. Она отправилась на кухню и застала Сабрину, увлеченную делом. «И сколько времени нужно выпекать?» – спрашивала Сабрина. «От 45 минут до часа», – ответила Бекки девушке. «Такой теплый день, как сегодня, возможно, потребуется минут 45». И тут Бекки и Сабрина заметили вошедшую Джанет. Обе женщины одновременно улыбнулись ей, но это были разные улыбки. Улыбка Бекки говорила о том, что она была приятно удивлена. Сабрина же выглядела счастливой, но при этом несколько смущенной. «Ну что, научились?» – спросила Джанет, желая немного разрядить обстановку. «Да, моя мать раньше пекла хлебные пудинги, но я забыла рецепт».
«Это одно из моих любимых блюд», – сказала Джанет. «Вы готовы ужинать, Бри?» Сабрина кивнула. Она почти ничего не ела с самого утра и была очень голодна. Она почувствовала облегчение, когда Джанет тут же провела ее в столовую, где им подали ужин. «После ужина», – начала Джанет, как только их тарелки были наполнены свининой, сладким картофелем и яблочным соусом. «Я отведу вас на веранду и познакомлюсь с сестрой. Она нуждается в постоянном уходе. Она не разговаривает, но вы обращаетесь с ней, как с обычным человеком». «Она давно живет у вас?» 10 лет», – ответила Джанет. «Ее сыновья с женами живут на Холден-ранчо за городом. Возможно, вы познакомитесь с ними в воскресенье». Закончила Джанет, уже воспринимая то, что Сабрина пойдет с ней на воскресное богослужение, как нечто само собой разумеющееся. «А ваша сестра узнает своих сыновей или вас?» Джанет оценила вопрос девушки, но в ответ была вынуждена отрицательно покачать головой. «Она получила довольно серьезную травму. Мы даже не надеялись, что она выживет. С тех пор она не реагирует на окружающий мир». «Мне очень жаль», – сказала Сабрина, думая о том, как это печально, когда близкий человек физически находится будто бы рядом, а на самом деле его давно уже рядом нет. Затем Сабрина задумалась о том, как Джанет удается справляться со всеми заботами. «Как вам ваша комната?» – спросила Джанет. «Хорошо, спасибо. Она очень красивая», – ответила Сабрина, вспоминая темно-зеленый цвет стен и красивую дубовую мебель. «Я рада, что вам понравилось, и я совершенно серьезно говорила вам, чтобы вы не спешили и спокойно подыскивали себе жилье». Я спросила у Джесси в промтоварной лавке, не найдется ли у нее для меня работы на пару дней в неделю, и она сказала мне зайти в понедельник. Возможно, мне придется подождать до вторника, прежде чем я смогу начать поиски квартиры. «Отлично!» Джесси – подходящий человек, чтобы спросить совета в этом деле. Промтоварная лавка – это иногда просто кладовая ценной информации. Возможно, она сможет рассказать вам о квартирах, которые сдаются в городе. Дальше женщины продолжили ужинать молча. А у Джанет появилось время поразмышлять о том, кем же могла быть эта девушка. Она удивилась, что Сабрина стала искать дополнительную работу в те дни, когда швейная мастерская была закрыта. И этот поступок девушки произвел на нее положительное впечатление. Вспомнив также об интересе Сабрины к процессу выпекания хлебного пудинга, Джанет решила, что она, возможно, нашла себе энергичную помощницу. Сабрина рассмеялась бы, если бы узнала о мыслях Джанет, потому что они были очень близки к истине. Ей все было интересно. В ее голове проносились тысячи вопросов, но она боялась показаться новой знакомой не в меру любопытной или даже дерзкой. Девушка легко нашла общий язык с Хезер и Бекки, но Джанет ее немного пугала. Она явно была богатой женщиной, и Сабрина же, конечно, отлично понимала, что Джанет владела этим домом и могла содержать прислугу не за счет дохода от швейной мастерской, в которой несколько дней в неделю шила одежду. «Вы готовы идти?» – спросила Джанет. «Да, мэм», – ответила Сабрина, не заметив, что хозяйка внимательно разглядывает ее. «Мою сестру зовут Фета», – пояснила Джанет по дороге. Хезер ежедневно ухаживает за ней. Вот здесь можно пройти на веранду. Большая солнечная веранда, скорее даже целая оранжерея, была теплой и уютной. Растения стояли повсюду, но при этом они вовсе не загромождали пространство. Удобная мебель всевозможных оттенков зеленого была красиво расставлена.
В одном из кресел с высокими подлокотниками сидела женщина. Джанет сразу же заговорила с ней. «Фета, я хочу познакомить тебя с нашей гостьей. Это Бри Мэтьюс. Я только что взяла ее на работу в магазин. Бри, это моя сестра Фета». Джанет легко коснулась плеча сестры, и Сабрина негромко поздоровалась с молчаливо глядящей на нее женщиной. «Рада познакомиться», – сказала Сабрина и огляделась по сторонам. «У вас здесь очень красиво». «В самом деле», – согласилась Джанет, садясь и приглашая Сабрину последовать ее примеру. «Я люблю это помещение. В середине июля и в сезон бабьего лета здесь бывает жарковато. Но это все равно мое любимое место в доме». «Вы всегда жили в Токен-Крик?» – спросила Сабрина, почувствовав себя более раскованно благодаря той легкости, с которой с ней обращалась Джанет. «Я приехала сюда после того, как вышла замуж. Фета и ее семья перебрались сюда несколько лет спустя». «Хорошо, когда родственники живут рядом». «А у вас есть семья?» «Только сестра, но мы давно не встречались». «Ну?» – сказала Джанет, услышав боль в голосе своей новой подчиненной. «Я думаю, что здесь вы обретете новую семью». Сабрина поблагодарила ее, в душе надеясь, что так оно и будет. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Трейс у Кассиди. Его жена была на втором месяце беременности, и запах подгоревших тостов, который приготовил муж, был ей неприятен. «Думаю, все в порядке», – ответила она, надеясь, что завтрак, который она только что съела, удержится в ее желудке. Женщина вышла на крыльцо, чтобы подышать свежим воздухом. Трейс улыбнулся. «Ты быстро перебежала сюда, Касс», – сказал он, садясь рядом с ней. «И я не знал, что ты можешь так быстро бегать». Кассиди засмеялась. «Я думаю, что безвыходность помогает». Трейс обнял ее. Кассиди немного похудела после свадьбы, и Трейс думал о том, наберет ли жена вес, как его невестка Мэг во время беременности. Ко времени рождения Саванны Мэг очаровательно округлилась, и Трейс должен был признаться, что он был бы совершенно не против подобных форм у Кассиди. «О чем ты думаешь?» – спросила Кассиди, и Трейс понял, что она наблюдает за ним. Он улыбнулся, зная, что это признание прозвучит, может быть, слишком откровенно, но все же произнес. «Я подумал о том, какой полной ты станешь». Кассиди открыла от удивления рот, и Трейс засмеялся. «Я так и знал, что правдивый ответ принесет мне неприятности». «Так вот, что я слышу, когда спрашиваю, о чем ты думаешь», сказала Кассиди, сердито отворачиваясь от мужа. Трейс приподнял ее волосы и поцеловал в шею. «Спроси меня, о чем я думаю сейчас?» – попросил он. Кассиди повернулась, посмотрела в его теплые карие глаза и поняла, что ей ни о чем уже не нужно спрашивать. «Хорошо, Бри», – сказала Джанет, когда они в четверг утром собирались приступить к работе. «Я хочу, чтобы вы дошили брюки, над которыми начали работать вчера, а потом отутюжили их». «А вы не могли бы проверить рубец перед тем, как я стану утюжить брюки? Я хочу убедиться в том, что все в порядке». «Хорошо, Бри, но я не сомневаюсь в качестве вашей работы». Сабрина кивнула и принялась за шитье. Джанет наблюдала за ее сосредоточенным выражением лица, вспоминая утреннее происшествие. Увидев, что Фета с трудом поднимается по ступенькам, а Хезер пытается поддерживать ее, Сабрина тут же пришла на помощь, взяв Фету под руку с другой стороны. Джанет там не было, но Хезер ей потом об этом рассказала. «Вы когда-нибудь думали о человеке, который будет носить эти брюки?» – спросила Сабрина. «Вряд ли», – призналась Джанет. «А, извините».
А о чем вы подумали? Джанет стала любопытна. Просто о том, что эти брюки будут принадлежать отцу или дедушке, и что на его коленях будут сидеть дети. Или пастору, и он будет держать на коленях Библию. Или банкиру, у которого вообще не будет времени, чтобы присесть отдохнуть. Джанет засмеялась, но не стала говорить о том, что она знает человека, который заказал эти брюки, и что он не подпадет ни под одну из перечисленных категорий. «Почему вы смеетесь?» – спросила Сабрина. «Просто мне стало смешно от ваших предположений. Я должна признаться, что моя фантазия никогда не заходит так далеко. Одежда может открыть множество любопытных фактов про своего владельца». «Думаю, что так оно и есть», – согласилась Джанет. «Мне приходили в голову подобные мысли, когда я рассматривала стены дома или банк, но я никогда не думала в таком роде про одежду». «И обувь тоже», – произнесла Сабрина задумчиво. «Куда только не ходят все эти туфли». Все это время Сабрина продолжала шить. Потом она добавила. О чем только не говорят люди. Вряд ли к этому списку стоит добавлять одежду и обувь. Джанет снова засмеялась. «Я совсем заболталась?» – спросила Сабрина, которая вдруг показалась Джанет очень юной. «Ничего подобного», – ответила Джанет честно, все еще продолжая посмеиваться. «Я несколько месяцев работала совсем одна, и только теперь я поняла, как сильно мне не хватало общения». «Ну, обязательно скажите мне, когда моей болтовни станет слишком много», – добавила Сабрина. «Вряд ли вам удастся мне надоесть». Но проверить им это не удалось. Не прошло и 5 минут, как в дверях мастерской появились Брэд и Трейс Холден. У Сабрины появилась возможность познакомиться с племянниками своей хозяйки. Глава 4. Джанет не теряла времени даром. Обняв племянников, она тут же представила их Сабрине. «Бри, познакомьтесь с моими племянниками. Это Брэд и Трейс Холден». Оба мужчины сняли шляпы, и Сабрина поднялась с места, чтобы поздороваться с ними. «Вы близнецы?» – спросила Сабрина, когда знакомство состоялось. «Нет», – на этот вопрос решил ответить Трейс. «Он намного старше меня». Сабрина улыбнулась, уловив в его глазах лукавую искорку. Брэд и Трейс тоже улыбнулись. «Какую высокую помощницу вы себе нашли?» – сказал Брэд, обращаясь к Джанет, но его улыбка была обращена к Сабрине. «Теперь вы будете казаться еще ниже, чем раньше». Джанет невольно рассмеялась, после чего попыталась напустить на себя серьезный вид. Она взглянула на Сабрину, но это не помогло, потому что девушка тоже еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. «А мне не хватает здесь Кассиди и Мэг», – сказала Джанет. «Они одного со мной роста». «Кассиди – это моя жена», – не без гордости пояснил Трейс, заметив, что Сабрина не поняла, о ком говорила Джанет. «А Мэг связана тяжелыми узами брака с Брэдом». «Тяжелыми или нет», – добавила Джанет, – «но у них самый очаровательный ребенок во всей округе». «Мальчик или девочка?» – спросила Сабрина у Брэда. «Девочка. Ее зовут Саванна». «Красивое имя. Сколько ей?» «В следующем месяце у нее будет первый день рождения». «Она еще не ходит?» – спросила Джанет. «Нет, она везде ползает». Все четверо поговорили еще немного, после чего мужчины ушли, сообщив, что у них есть дела в городе. Джанет вернулась к швейной машинке, Сабрина же несколько минут просидела в глубокой задумчивости. «Я не ожидала такого». Обратилась она в молитве к Господу. За последние 24 часа она много раз повторяла эти слова. «Они такие добрые и приветливые.
Я, конечно, скучаю по Келли и Дэнни, но я не чувствую себя одинокой. У Сабрины мелькнула мысль, что, возможно, все эти люди не захотели бы иметь с ней ничего общего, если бы знали о ее недавнем прошлом. Но девушка прогнала эту мысль. Думать о таком просто не было смысла. Она все равно не могла угадать, как бы они отреагировали, если бы узнали правду. «Как продвигается шитье?» – спросила Джанет. «Почти готово. А как вам понравились мои ребята?» «Очень понравились», – ответила Сабрина, после чего добавила тихо. «Но теперь мне еще больше жаль вашу сестру». «Ее действительно жаль», – согласилась Джанет. «Хорошо, что она не осознает, чего лишена». «А ведь она бабушка», – вдруг сообразила Сабрина. Сначала мне было трудно привыкнуть к этой мысли. Когда родилась Саванна, я только и делала, что плакала от жалости к Фете. Теперь Мэг беременна уже во второй раз, а первый ребенок Трейса и Кассиди должен родиться в начале следующего года. Сабрина хотела спросить Джанет, будет ли она так же сильно переживать о том, что Фета не узнает о рождении следующих внуков. Но тут в мастерскую вошла женщина, которая хотела купить нитки. И после этого Сабрина даже не заметила, как быстро пролетел весь день. «Ну вот, Джесси!» – заговорил Джеб Дорн, возвращаясь со склада. «Кажется, я залатал все дыры». «Ненавижу мышей», – произнесла Джесси со вздохом. Джеб, старший кузен Джесси, улыбнулся. Сколько он ее помнил, Джесси всегда была такой. «Я думаю, что эти дыры там уже давно. Ты же знаешь, что мыши не забегают в помещение в такую теплую погоду». «Не могу себе представить, как я могла не заметить их прошлой зимой». «Нужно поднимать товары повыше. Ты повесила там отличные полки». «Спасибо, Джеб». «Тебе понадобится моя помощь на будущей неделе?» – спросил Джеб. Он занимался изготовлением мебели на продажу, но также помогал сестре в магазине, когда в этом была необходимость. «Думаю, что я справлюсь», – ответила Джесси. «Кажется, я нашла работницу». «Кажется? Ты кого-то взяла на работу? Кто это?» Джесси рассказала Джебу о молодой девушке, которая заходила в магазин, и о том, что она также будет работать и у Джанет. Джеб воспринял эту новость спокойно. Если не принимать во внимание мышей, Джесси Виллер отлично справлялась со всем, что касалось магазина. Если она брала кого-то на работу, то это всегда было в интересах бизнеса. Джеб напомнил ей, что он всегда сможет помочь, если эта девушка передумает, пожелал сестре хорошего дня и ушел. «Саванна!» – строгий голос Брэда остановил малышку. Она замерла на месте и через плечо оглянулась на отца. «Я не разрешаю тебе заползать на кухню. Мамы там нет. Играй здесь». Ожидая повиновения, Брэд сел на диван рядом с Мэг. Он не был удивлен, когда услышал, что его дочь подползла к дивану, потом приподнялась и обняла его за ноги. «Как дела у моей девочки?» – спросил Брэд. Схватил ее в охапку и поцеловал в шейку. Ответом ему был звонкий смех девочки. После ужина Мэг призналась, что устала. Пока Брэд играл с Саванной, она все время молчала и едва не заснула прямо на диване. Вдруг кухонная дверь открылась. «Вы готовы принимать гостей?» – раздался голос Трейса. «Конечно», – отозвался Брэд. «Входите». Мэг немного приподнялась, и Брэд понял, что ей, наверное, не хотелось сейчас никаких гостей. «Ты в порядке?» «Думаю, что да», – сказала она с улыбкой. «А если я усну в присутствии Трейса и Касс, то они нисколько не удивятся». Брэд сочувственно улыбнулся. Он тоже устал за день, но всегда радовался, когда к ним кто-то приезжал. «Как ты?»
спросила Кассиди, присев в гостиной и заглянув в утомленное лицо свояченицы. «Немного устала. А ты?» «Я сегодня вздремнула днем, поэтому чувствую себя неплохо». К этому времени Саванна добралась до ног своего дяди Трейса. Сначала она ползла, а затем приподнялась и ухватилась за его штанины. Трейс выглядел и говорил так, как и ее отец. Он был одним из ее любимцев, и это у них было явно взаимным. Трейс посадил маленькую девочку к себе на колени и улыбнулся ей. «Как поживает моя Саванна?» – спросил Трейс. Малышка не могла сидеть спокойно. Она лезла вверх, пока не оказалась у Трейса на груди, откуда ей было хорошо видно его лицо. Ее маленькие ручонки обхватили его за шею. Трейс крепко прижал ее к себе, а трое взрослых с умилением наблюдали за этой сценой. Чуть позже разговор зашел о вечере чтения Библии для мужчин. Чес Вик, один из служителей церкви, начал проводить такие встречи для холостых мужчин общины в возрасте от 16 лет и старше, тогда как Райлан проводил встречи для женатых мужчин. Брэд заинтересовался требованиями, которые в Писании предъявляются к пресвитерам, и мужчины решили изучить эти отрывки. Некоторое время Брэд и Трейс обсуждали последний из прочитанных стихов и не сразу заметили, что их жены не участвуют в разговоре. Глаза Мэг были уже закрыты, и даже Кассиди клевала носом. «Мы можем продолжить наш разговор завтра», – сказал Брэд, вспомнив, что им еще нужно уложить ребенка. «Хорошо», – отозвался Трейс, передавая ему Саванну и помогая Кассиди подняться. Брэд не пытался поднять Мэг. Он сам уложил Саванну и затем вернулся к жене. Как только его голова опустилась на подушку, он был уже более чем готов крепко заснуть и проспать до самого утра. «Как идут дела у Бри?» – спросила Хезер у Джанет в тот же вечер после того, как они уложили спать Фету. «Очень хорошо. Она быстро работает, с ней легко общаться. И она не болтает без умолку, и я вижу, что она думающий человек. Как вы думаете, она здесь временно или задержится надолго?» «Я поняла, что она хочет остаться. Почему вы об этом спрашиваете?» Хезер задумалась, но потом добавила. «Она такой человек, к которому мы все можем легко привязаться, и потом нам будет трудно ее отпускать. Мы в любом случае привяжемся к ней», заметила Джанет рассудительно. «Даже если она уедет. С нами всегда так бывает». Хезер ничего не оставалось, как только согласиться, после чего обе женщины отправились отдыхать. Сабрина задула фонарь в своей комнате, но сон бежал от нее. Она снова видела себя в Денвере. На протяжении долгих минут она старалась избавиться от воспоминаний, но они не уходили. Разговоры и события, о которых она хотела бы забыть, продолжали наполнять ее сознание. Почти отчаявшись, Сабрина начала молиться про себя. Она вспомнила один из гимнов, который услышала в Денвере, и стала повторять те немногие слова, которые могла вспомнить. Потом ей на память пришел другой гимн, который она знала лучше. Она даже слегка напевала себе под нос, стараясь делать это как можно тише, но ей было необходимо слышать мелодию. «Благодарю тебя за то, что ты спас меня от той жизни. Пожалуйста, избавь меня от воспоминаний. Помоги мне думать о тебе и о том, что есть у меня сейчас, а не о том, кем я была тогда». Сабрина не могла просить ни о чем другом. Мучительно стараясь избавиться от неприятных мыслей, она пела и молилась снова и снова, пока не заснула. В пятницу Джанет сказала Сабрине, что она может на 45 минут сходить на обед. Все утро они неустанно работали и многое успели сделать. Сабрина наскоро перекусила тем, что положила ей с собой Бекки, и отправилась в магазин Джесси. «Как идут дела в мастерской Джанет?» – спросила Джесси. «Думаю, что хорошо.
Сегодня утром мы хорошо поработали, и она разрешила мне отлучиться на обеденный перерыв. Вы что-то хотели купить? Вообще-то Джанет говорила, что вы можете знать о том, какие квартиры сдаются в аренду, и я решила спросить вас об этом. Ну, я знаю, что одна свободная квартира есть у Хьюлит, сказала Джесси задумчивым видом. Но эту квартиру всегда быстро снимают. Обычно бывает одна свободная квартира у Сангрена, но это на Виллоу-стрит, в 3 кварталах от Мейн-стрит, и это не самое лучшее место в городе. А где именно это находится? Джесси объяснила девушке дорогу, и Сабрина не стала терять времени. Она поблагодарила Джесси и отправилась по адресам сдаваемых квартир. Вскоре она убедилась, что хозяйка магазина была права относительно квартиры, которой владел мистер Хьюлетт. Там уже была устная договоренность с новым съемщиком. Но Сабрину эта неудача не смутила. В поисках дома мистера Сангрена девушка свернула в переулок. Она хотела поговорить с мистером Сангреном, прежде чем вернется обратно на работу. Однако найти его оказалось не так просто. Сабрина стояла в переулке, о котором говорила Джесси, но не была уверена, что нашла нужный дом. Вдруг из здания, перед которым она стояла, вышел мужчина, и Сабрина обратилась к нему. «Извините», – начала Сабрина. «Вы не знаете, не сдается ли здесь квартира?» «Здесь все забито», – ответил мужчина. Но когда он оглядел высокую темноволосую девушку, в его глазах появился интерес. «А я живу наверху», – добавил он с улыбкой, «и не стал бы возражать против соседки, если она будет выглядеть так, как вы». Сабрина слишком поздно поняла свою ошибку. Она холодно поблагодарила его и повернулась, чтобы уйти. «Зачем так спешить?» – тут же сказал мужчина и пошел за ней. «Зайдите внутрь, на улице слишком жарко, я хозяин этого дома и буду рад предложить вам выпить». «Это салон?» Сабрина на мгновение повернулась, чтобы уточнить. «Да, мэм, а вы что думали?» «Конечно же, я этого не знала», – ответила Сабрина не без досады и снова повернулась, чтобы уйти. «Вы могли бы сказать, как вас зовут?» – попросил мужчина, все еще следуя за девушкой. «Могла бы, но я этого не сделаю». «А вы могли бы мне сказать, где вы живете?» «Вряд ли». «Куда вы идете?» «Пожалуйста, оставьте меня». Сабрина сделала последнюю попытку отделаться от навязчивого провожатого, но мужчина не слушал ее. Райлан услышал женский голос, отдельные слова из разговора в переулке, который был расположен вдоль задней стены конюшни, и не стал терять времени даром. Он тут же направился туда. Там он увидел Бретта Тобана из салуна. Тот разговаривал с темноволосой женщиной, точнее, женщина говорила с ним. «Откуда вы приехали?» – спросила женщина Бретта. «Как откуда?» – удивился Бретт. «Я родился здесь, в Монтане. Просто у меня возникло подозрение, что вы не понимаете английского языка. Вот я и сделала простой вывод». Райлан видел, как Бретт запрокинул голову и рассмеялся. Леди закатила глаза и снова повернулась, чтобы идти прочь, но Бретт не отставал. Терпение Сабрины лопнуло. Она более чем ясно дала ему понять, что не желает с ним разговаривать, но он все равно шел за ней и пытался узнать, кто она такая. На этот раз она не просто обернулась, а пошла прямо на него. При этом она смотрела ему прямо в глаза. Он никак не ожидал подобного от женщины, и ему ничего не оставалось, как отступить. «Спасибо вам за вашу помощь», – сказала она теперь, но уже совершенно неприветливым голосом. «Но я ухожу отсюда, и вы не посмеете пойти за мной». Бретт окинул девушку взглядом. Она выразилась предельно ясно. Ее взгляд был совершенно серьезным. Бретту, хорошо сложенному, симпатичному и успешному мужчине, никогда раньше не было нужды навязывать свое внимание женщине.
и он не собирался делать это сейчас. Кивнув и стараясь не выдать своего разочарования, он повернул обратно к салону. Сабрина пошла прочь, опустив голову и погрузившись в свои мысли, но вдруг наткнулась взглядом на пару огромных ботинок перед ней. Она с удивлением подняла глаза, едва не налетев на владельца этих ботинок, и резко остановилась на месте. «Простите, я не заметила вас», – заговорила Сабрина, которой пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть в лицо этому человеку. «Я не хотел напугать вас», – начал Рейлан. «У вас все в порядке?» «Который сейчас час?» – спросила Сабрина, снова забыв о том, что бывает, если начать задавать вопросы незнакомым мужчинам на улице. «Сейчас скажу», – ответил Райлан и потянулся за своими карманными часами. «На моих 10 минут второго». «А отсюда до швейной мастерской идти больше 5 минут?» – спросила Сабрина. «Мастерской Джанет? Нет. Более того, если вы пройдете через конюшню, то у вас останется еще 2 минуты в запасе». «Значит, я всего в полуквартале от Мейн-стрит?» – спросила Сабрина и снова расстроилась, прежде чем он успел ответить. «Да». «Благодарю вас», – сказала Сабрина, думая о том, что впредь ей нужно быть внимательней. Она была так поглощена поисками квартиры, что не заметила, где оказалась. Не заметила салуна, а также того, что заговорила с работником конюшни. Его кожаный фартук и огромная фигура ясно говорили о том, кто он такой, но Сабрина была слишком занята поисками жилья. «Передавайте, Джанет, привет от Райлана», – сказал Райлан, когда Сабрина вышла на улицу. «О!» – воскликнула Сабрина, снова удивившись и слегка покачав головой. Но, подумав, поняла, что в его просьбе не было ничего удивительного. Конечно же, Джанет знала всех в городе. «Я передам. Спасибо». Райлан улыбнулся, глядя на ее озадаченное выражение лица, и задумался над тем, какой эта девушка была на самом деле. Такой, что бросила вызов владельцу салуна в переулке, или такой, что растерялась лишь от того, что он упомянул имя Джанет Фулбрайт. Райлан вернулся к работе, понимая, что, возможно, он этого никогда не узнает. «Мы закрываемся в час?» – уточнила Сабрина. «По субботам, да», – ответила Джанет. «Я знаю, что могла бы работать целый день, но из-за этого я просыпалась по воскресеньям очень усталой, а это не годится. Если жителям Токен-Крик что-то нужно сшить, то им просто надо будет прийти сюда до часу дня». Сабрина согласно кивнула, но при этом она что-то быстро подсчитывала в уме. Если Джесси не потребуется ее помощь по понедельникам и вторникам, то ее финансовая ситуация может стать затруднительной. Но с другой стороны, Джесси может понадобиться ее помощь по субботам после обеда. Сабрина продолжила вырезать детали детской юбки из Грингсбона, надеясь, что после обеда она сможет узнать ответ на этот вопрос. «В наш город приехала новенькая девушка», – сообщил Джеб Дорн своей жене Пэттинс. «Расскажи мне о ней», – попросила Пэттинс, заинтересовавшись. В этом Джеб и не сомневался. «Она работает у Джанет, а когда мастерская Джанет закрыта, она будет работать у Джесси». «А как все это получилось?» «Она приехала в город на этой неделе и обратилась к Джанет, прочитав ее объявление в витрине». «И Джанет сразу же взяла ее на работу?» «Выходит, что да, но поскольку мастерская Джанет открыта не всю неделю, девушка спросила и у Джесси, не найдется ли для нее работа». «А ты познакомился с ней?» «Нет. Я только знаю, что ее зовут Бри, и я был в магазине, когда она заходила к Джесси сегодня после полудня». Джесси едва успевала обслуживать своих покупателей и согласилась взять ее, не задумываясь. «А где она живет?» «Этого я не знаю». Пэттинс на мгновение задумалась, и Джесси и Джанет наняли эту девушку на работу. Само по себе это говорило о многом. Теперь Пэттинс не терпелось познакомиться с этой Бри. «Я хотел бы купить топор», – сказал покупатель,
и Сабрина с трудом пыталась вспомнить, где лежат топоры. «Кажется, они здесь», – сказала она, надеясь, что вспомнила правильно. Девушка прошла вдоль стеллажей, и ее мысли были заняты поставленной задачей. Но покупатель не последовал за ней. Его отвлекло что-то, что он увидел на полке. Сабрина воспользовалась этим, чтобы найти топоры, взяла 2 разных топора и отнесла их в отдел товаров для шитья и одежды, где находился покупатель. «Это подойдет?» – спросила Сабрина. Мужчина повернулся, будто только что впервые заметил девушку и стал рассматривать предложенные топоры. «У нас также продаются головки и рукоятки по отдельности», – сказала Сабрина, заметив их на полке. «Где они?» – спросил мужчина, будто подозревая, что она что-то скрывает от него. «Здесь», – указала Сабрина, делая шаг назад и давая ему возможность подойти поближе. «О нет, только не это», – сказала Ханна своей матери, стоявшей за прилавком. «В чем дело?» «Бри обслуживает маки». «О нет!» – эхом отозвалась Джесси. «Что ему нужно?» Ханна улыбнулась. «Все, что есть в магазине». Джесси постаралась не улыбаться и напустить на себя строгий вид, но в действительности ее дочь была права. Этот клиент был именно таким. Он всегда платил наличными и никогда не спорил по поводу цены. Но он вечно приходил в поисках одной вещи, а уходил с чем угодно, но только не с тем, что искал изначально. Кроме того, он всегда являлся в самый напряженный день и отнимал у всех массу сил и времени. «Я пойду», – сказала Ханна, но Джесси остановила ее. «Я думаю, что Бри справится сама, но позови меня, если что-то пойдет не так». «Мама!» – вдруг рядом оказалась Кланси. Она была младшей дочерью Джесси. «Мне это нужно». Джесси посмотрела на маленький гребешок, стараясь не улыбнуться. У Кланси были очень тонкие, легкие волосы. «Зачем он тебе?» – спросила Джесси. «Для волос». «Я знаю, что этот гребешок подойдет для твоих волос, но...» Джесси не договорила. Это был новый этап взросления ее дочери. Она вдруг стала замечать в магазине разные вещи и была уверена, что все они ей нужны. «Вот что я тебе скажу». Джесси решила пойти на компромисс. «Положи его сюда в корзину под прилавком, а когда магазин закроется, мы поговорим об этом. Ты не продашь его?» «Я не продам его». «Нам пора идти», – сказала Ханна сестре. «Счастливо. Желаю вам хорошо провести время и не отходите от Пэттинс и Джеба всю дорогу». «Джеб всегда провожает нас до дома», – уверила ее Ханна, и Джесси наклонилась, чтобы поцеловать обеих девочек на прощание. Она радовалась тому, что девочки проведут время у Пэттинс. Обычно ей не хватало их в магазине, но сегодня была суббота, и до конца дня у нее не было времени даже заметить, что их нет. В этот вечер Сабрина вернулась к Джанет с монетами в кармане. У Джесси было заведено рассчитываться с работниками по субботам после закрытия магазина. Более того, она даже сказала Сабрине, что та может рассчитывать на работу каждую субботу и в те понедельники и вторники, когда бывает много покупателей. Сабрина была очень рада такому повороту событий и знала, что теперь у нее хватит денег, чтобы прожить. «О, Бри!» – воскликнула Хезер, когда девушка вошла в парадную дверь. «Чем вы занимались сегодня?» «Я работала у Джесси в промтоварном магазине». Хезер от удивления открыла рот. Она такого никак не ожидала. «А Джанет знает об этом?» «Я не помню, чтобы я говорила ей. Я и сама не знала об этом точно до сегодняшнего дня». «Вы устали?» «Немного». «Ну», – сказала Хезер, стараясь привыкнуть к мысли о том, что эта девушка оказалась более независимой, чем она ожидала. «Бекки уже почти приготовила ужин. Вы можете пока присесть с нами, приподнять ноги и рассказать нам о работе в магазине». Сабрина поблагодарила компаньонку Феты, но тут вдруг вспомнила о Келли и почувствовала, как сильно соскучилась по ней и ее заботе. Сабрина ушла, чтобы немного привести себя в порядок перед ужином.
Она, должно быть, действительно устала, потому что ей очень хотелось плакать. Утро воскресенья прошло не особенно хорошо. Фета чувствовала себя неважно, и Хезер не присоединилась к Джанет и Сабрине, когда те отправились в церковь. Как бы там ни было, обе женщины опоздали. Они незаметно проскользнули в зал, радуясь тому, что сзади были свободные места, и сели вместе со всеми, как только закончилось пение гимна. Сабрина оглядывала помещение, аккуратные скамьи и высокие окна, когда за кафедру вышел Райлан. Увидев его, Сабрина от удивления едва не открыла рот. Через мгновение, когда Райлан начал говорить, девушка наклонилась к Джанет. «Это пастор?» «Да, Райлан Джарвик. У него есть брат, который работает в конюшне?» «Нет, это он сам». Сабрина задумалась. Она и сама не знала, почему это так сильно смутило ее, но это было именно так. Просто все это очень сильно отличалось от Денвера. Почему этому человеку приходится подрабатывать в конюшне? Она не знала, что бывают такие пасторы, и еще долгое время продолжала думать об этом. При этом большая часть проповеди прошла мимо ее ушей. Глава 5. Бри – это Кассиди, жена Трейса. «Рада познакомиться», – сказала Сабрина, все еще не зная, что и думать обо всем этом. Дэнни говорил, что это хорошая церковь. Сабрине нравились люди, с которыми она уже познакомилась, но она никак не рассчитывала, что пастор окажется работником конюшни. Кроме того, таким великаном. Он был совершенно не похож на пастора. «Вам нравится в Токен-Крик?» – спросила Кассиди, и мысли Сабрины вернулись к действительности. «Да, нравится. Я поняла, что мне вообще нравятся маленькие города», – ответила Сабрина, и это была истинная правда. Ей нравилось, что в этом городке было всего несколько десятков улиц и что скоро все лица горожан станут для нее знакомыми. «А это Джеб Пэттинсдорн», – сказала Джанет, поворачиваясь к подошедшей к ним паре. «Познакомьтесь с Сабриной Мэтьюс. Мы называем ее Бри». «Рад познакомиться с вами, Бри». Джеб протянул руку. «Я кузен Джесси Виллер. Я видел вас в магазине». «Я запомнила вас», – сказала Сабрина, которой Джеб очень понравился. «А как вам магазин?» – спросила Пэттинс. Сабрина улыбнулась. «Там интересно работать, и было много народа». «Так всегда бывает по субботам», – согласилась Пэттинс. Иногда Джеб приходит к Джесси, чтобы помогать ей. Все пятеро еще разговаривали, когда к ним подошел Трейс. Он искал Кассиди. Джанет пригласила их на обед, но у супругов были другие планы. В конце концов, Джанет и Сабрина пошли домой без гостей. И по дороге Джанет все никак не решалась спросить Сабрину о том, понравилось ли ей утреннее богослужение. В девушке чувствовалось какое-то беспокойство, причину которого Джанет не могла понять. Сабрина еще не успела поделиться историей своего обращения к Богу с Джанет, но Джанет чувствовала, что девушка разделяет ее веру в Христа. Женщина прекрасно знала, что никогда не следует спешить с выводами, но в Сабрине сочетались смирение и открытость, отчего Джанет думала, что девушка была верующей. Однако у Джанет было такое впечатление, что проповедь не произвела на Сабрину большого впечатления. Девушка все время сидела слишком неподвижно, открыла Библию только в конце богослужения и даже не пыталась петь вместе со всеми заключительный гимн. Джанет заметила, что Сабрине нравились люди, с которыми она ознакомилась, но при этом женщина чувствовала, что девушка постоянно отвлекалась и думала о чем-то своем. «Вы в порядке?» – наконец спросила пожилая женщина. Они уже подошли к дорожке, ведущей к дому Джанет, и Сабрина вдруг остановилась. «Думаю, что да».
Я вдруг поняла, как сильно я скучаю по своей церкви в Денвере. Вам не хватает чего-то определенного? Сабрина посмотрела на нее, не зная, насколько откровенной она может быть. Похоже, я чего-то не понимаю. Почему ваш пастор подрабатывает в конюшне? Потому что у нас маленькая церковь, и хотя люди не скупятся на пожертвования, у них почти не бывает излишков. Райлан никогда не хотел облагать нас какой-то данью, из которой бы складывалась его зарплата. Значит, ему бы не хватало на жизнь, если бы он не работал на второй работе? Так и есть. Сердце Сабрины сжалось от сочувствия. Она не могла понять, по душе ли ей этот новый пастор, но она очень хорошо понимала, что означает не иметь достаточно денег. «Вас смущает то, что он работает на конюшне?» Сабрина прикусила губу и призналась. «Просто он совсем не похож на пастора». Джанет невольно улыбнулась. При этом она спрашивала себя о том, услышала ли эта девушка хоть одно слово из проповеди. Райлан проповедовал из послания к Колоссянам, и без сомнения на подготовку проповеди он потратил массу времени. Он действительно внешне больше похож на кузнеца, чем на пастора, согласилась Джанет, подходя к парадной двери. Но я надеюсь, что вы не будете судить о нем по внешнему виду. Не спешите с выводами. Это было как раз то, что нужно было услышать Сабрине. Она поняла, что судила по его внешности и знала, что это непростительно. «Конечно, я не буду спешить с выводами», произнесла она со спокойной убежденностью. «И спасибо за то, что вы мне сейчас сказали». Джанет больше ничего не добавила, но прежде чем открыть дверь, она заглянула в лицо Сабрины и снова почувствовала, что перед ней необыкновенная девушка. «Где это произошло?» – спросил Райлан шерифа Нейта Кадерли, когда тот зашел к нему в воскресенье вечером. И они без промедления отправились в многоквартирный дом на Виллоу-стрит. Там был при смерти человек. Шериф находился как раз в этом районе по какому-то другому вопросу, когда кто-то упомянул при нем о состоянии этого человека. По обыкновению шериф отправился за Райланом. «А вот здесь», – показал Нейт. Квартира умирающего была в пристройке с одной из сторон здания. Туда вел ряд ступенек, которые явно когда-то видели лучшие времена. Нейт не стал стучать, а просто медленно открыл дверь и первым вошел внутрь. Оказалось, что они опоздали. Мужчина умер, и его тело уже остывало. «Кем он был?» – спросил Райлан. «Его называли Иваном, но лично я его не знал. Вы хотите, чтобы я оставил вас одного, чтобы вы могли помолиться за покойного?» «Я должен сказать вам, Нейт», – заговорил Райлан мягким голосом, «что я стараюсь жить по Библии, а в Слове Божьем ничего не сказано о молитве за мертвых. К тому времени, когда человек покидает эту землю, его выбор уже сделан». Шериф Токен-Крик заинтересованно выслушал это, но не стал ни о чем спрашивать или комментировать слова пастора. Он только сказал, что пригласит А.Б. Вайнера, городского гробовщика, и на этом разговор был окончен. Райлан не стал задерживаться в маленькой квартирке покойного, но он все же помолился. Но не о покойном. Он действительно придерживался тех взглядов, которыми поделился с шерифом, а за Нейта Кадерли, который, заботясь о других, никогда не видел своей собственной нужды. «Ханна, куда мне положить эти брюки?» – спросила Сабрина девочку в понедельник утром. «На полку они уже не помещаются». «О, для таких брюк у нас есть место на складе, я покажу вам». Сабрина пошла за дочерью Джесси, которая показала ей нужную полку. Девушке понадобилось некоторое время, чтобы аккуратно разложить вещи. За этим занятием и застала ее Джесси. «Вы такая же, как Джеб. Он тоже любит, чтобы все было на своих местах».
«А разве вы не любите?» – спросила Сабрина. «Я тоже люблю порядок, но когда в магазине полно покупателей, у меня просто не хватает на это времени». Джесси подняла руку. «И тогда склад выглядит так, как сейчас». «Не так уж плохо он выглядит», – возразила Сабрина, и она была права. Хватило бы и 30 минут, чтобы привести все в порядок. Тут неожиданно появилась Кланси со шляпной коробкой в руке. «Да, Кланси, мне это нужно». «Шляпная коробка? У тебя же нет шляпы». «Но она появится, когда у меня вырастет голова». Сабрина прикрыла рукой улыбку. Джесси не смотрела на нее, но Сабрина боялась, что не выдержит и вот-вот громко рассмеется. «Почему у Кланси в руках шляпная коробка?» – поинтересовалась только что вошедшая Ханна. «Кланси», – обратилась Джесси к своей младшей дочери, игнорируя вопрос Ханны. «Ты можешь взять ее себе, но больше ничего не бери». «А что, если мне будет нужно что-то еще?» – возразил ребенок. «Я не хочу ничего об этом слышать до конца недели». Кланси надулась и повернулась к Ханне. «А сколько это времени?» «Сколько дней?» – уточнила Ханна. Женщины оставили девочек одних. Ханна считала дни по пальцам руки, а Кланси продолжала хмуриться. Если бы Сабрина и Джесси не вышли, то не выдержали бы и рассмеялись. «Так вот, где вы работаете?» Сабрина услышала за спиной мужской голос. Повернувшись, она узнала мужчину из переулка. «Я могу вам чем-то помочь?» – спросила Сабрина. «Надеюсь, что да. Кстати, меня зовут Брэд Тобен». «Сабрина Мэтьюс», – ответила девушка не особенно дружелюбным голосом. «Что вам нужно?» Несколько фраз крутились на кончике языка Бретта, но он сдержался. «Табак, пожалуйста». Сабрине еще не доводилось продавать табак самой, и она отправилась было искать Джесси, но Бретт окликнул ее. «Она держит его прямо здесь». «Я знаю, где он лежит», – пояснила Сабрина. «Но я не умею его резать. И я покупаю целый кусок», – сказал Бретт, поднимая один кусок из сетки. «И Джесси берет с меня пятак». Брэд протянул Сабрине монету, и она взяла ее. При этом она сделала вид, что не заметила того, что он как можно дольше не убирал свою руку, и пошла за прилавок к кассовому аппарату. «Здравствуйте, Брэд!» Вдруг вернулась Джесси. «Бри обслужила вас?» «Бри?» – переспросил Брэд, глядя на девушку. «Вы не сказали мне, что вас так зовут». «Вряд ли нам с вами придется много общаться», – сказала Сабрина спокойно. «Это из-за того, что я вам не понравился? Или же потому, что я владею солуном?» «Какая разница?» – спросила Сабрина. «Большая», – уклончиво ответил Брэд, хотя и знал, что она была права. Джесси улыбнулась Брэду. Он был избалован вниманием женщин. Заметив ее улыбку, и он улыбнулся в ответ. Ему хотелось бы выудить из Сабрины еще несколько слов, но он все же сдержался и попрощался с дамами, прикоснувшись к шляпе своим фирменным жестом, который он не без основания считал неотразимым. «Теперь скажи мне», – спросила Джесси, как только он ушел, – «в чем причина, в нем или в салуне?» «И в том, и в другом. Просто такие мужчины мне не нравятся». «А какие вам нравятся?» – спросила Джесси. Сабрина собиралась сказать ей, что она меньше всего думает о мужчинах, но для ответа не нашлось времени. Пришла Кланси, явно растерянная, поскольку ее сестра наконец-то разъяснила ей, что ей не позволят взять ни одной новой вещи целые 7 дней. Старик Иван Ламор умер. Это известие, пришедшее почти в конце рабочего дня, было нерадостным. Но для Сабрины оно означало, что в городе появилась свободная квартира.
Девушка не хотела причинять беспокойство никому из обитателей дома Джанет, но ей нужно было узнать, где находится эта квартира. Джесси предупредила Сабрину, что это место на Виллоу-стрит было не самым безопасным. Но девушка сказала, что она все равно хочет взглянуть на квартиру. На этот раз она нашла нужное здание без приключений. Ей пришлось постучать в две разные двери, прежде чем кто-то отозвался, и подошедшая на стук женщина указала ей на нужную дверь. «У вас сдается квартира?» – спросила Сабрина у мужчины, который открыл на ее стук. Буч Сангрен, бледный мужчина с водянистыми глазами, оглядел девушку с головы до ног и был явно удивлен ее визитом. Но упускать платежеспособную клиентку он не собирался. К тому же она была молодой и хорошенькой. «Идите за мной», – велел Буч после минутного замешательства и повел ее к пустой квартире в обход вокруг дома. Он совсем ничего не сделал, чтобы привести квартиру в порядок после того, как оттуда унесли мертвое тело. Кроме того, Буч понимал, что ему не сдать эту квартиру за большие деньги. Поэтому не видел никаких проблем в том, чтобы показать ее в том виде, в котором она была. Конечно, Сабрине раньше доводилось видеть квартиры и похуже, но не часто. Ее собственная комната в публичном доме выглядела куда приличнее. «Сколько вы за нее хотите?» – спросила она, думая о том, что здесь потребуется не только уборка. Буч назвал цену, после чего Сабрина направилась к выходу. «Спасибо вам, что вы показали мне эту квартиру», – сказала она, уходя, но Буч окликнул ее. «Я мог бы немного сбавить цену». «До какой суммы?» – спросила Сабрина. Она также собиралась поинтересоваться насчет покраски стен и починки лестницы. Некоторое время они торговались. Сабрине пришлось немного уступить, но Буч был уверен, что он уступает больше. «Я бы хотела переехать прямо сейчас», – сказала Сабрина. «Но я также хочу, чтобы здесь был немедленно сделан ремонт». «А как я буду красить, если вы сюда переедете?» – спросил Буч. «Я сама все покрашу, если вы купите краску. Но ремонт лестницы необходимо начать сегодня же. И этот замок...» – Сабрина подошла к двери. «Я хочу, чтобы его отремонтировали не позже, чем завтра вечером». Буч не мог поверить, что соглашается на все эти условия. Но голос девушки звучал очаровательно, и она продолжала выжидающе смотреть на него. «Хорошо», – сказал Буч, – «но я хочу получить арендную плату сегодня же». «Я оплачу аренду за первый месяц, как только будет отремонтирована лестница». Такой поворот событий не вполне устраивал хозяина, и торг продолжился. Тем не менее, в итоге Сабрина ушла довольная, спеша обратно через город к дому Джанет, чтобы поделиться со всеми своей хорошей новостью. «Но, Бри!» – сказала Джанет, когда вновь обрела дар речи. «Мы вас нисколько не торопим. По-моему, вам следует поискать что-нибудь получше». «Спасибо, Джанет, но я думаю, что это вполне подойдет для меня. Да и цена невысокая». «Бри!» Хезер тоже чувствовала необходимость что-то сказать. «Эта часть города бывает очень неспокойной, особенно после наступления темноты». «Я буду соблюдать осторожность», – уверила Сабрина, улыбаясь в ответ на их заботу. Но женщины на этом не остановились. На протяжении всего ужина они пытались отговорить Сабрину от переезда, но она уже приняла решение. Но это было еще не все. Утром в магазине в разговоре с Джесси Сабрина обмолвилась, что она переезжает в квартиру Ивана Ламорта, и реакция женщины была такой же. «Вы сняли ее?» – спросила Джесси с удивлением. «Это не самый лучший район в городе. Но цена меня устраивает, и я буду осторожной», – повторила девушка сказанные накануне слова, будучи уверенной в том, что ей это под силу.
Джесси уже была готова рассказать девушке о том, какими будут некоторые из ее соседей, проститутки и всевозможный сброд, но тут пришел покупатель, и на время женщина забыла об этой теме, погрузившись в работу. Потом в магазине стало безлюдно, и Сабрина попросила разрешения уйти пораньше. Она выбрала и оплатила краску, которой собиралась покрасить стены. Джесси стояла у дверей магазина с метлой в руках, думая о том, что ей, возможно, следовало рассказать Сабрине больше по поводу этой ее новой квартиры. «Бекки!» – воскликнула Сабрина, завернув за угол здания и увидев Бекки, сидящей на нижней ступеньке. «Это и есть то место?» – удивленно спросила кухарка. «Оно самое. Поднимитесь и взгляните». «Бри!» Бекки положила руку на плечо девушки, ее голос был тихим и серьезным. «Я пришла сюда по одной причине, может быть, по двум». «Хорошо. Я пришла, чтобы отговорить вас, а если мне это не удастся, то убрать эту квартиру». Сабрина невольно улыбнулась. «Там действительно много уборки, Бекки», – мягко заметила Сабрина. «Но я рада, что нашла ее, и так как я намерена сама оплачивать свои расходы, это означает, что моя квартира должна быть дешевой». Бекки кивнула, понимая, что девушка не изменит своего решения. Ничего другого Бекки и не ожидала, но она все равно была довольна, что хотя бы попыталась отговорить ее. Поднимаясь за Сабриной по лестнице, она мысленно смирилась с тем, что ей предстояло увидеть. «Добрый вечер, Райлан», – сказала Джанет, когда пастор в тот же вечер пришел к ним. «Входите». «Я не вовремя?» – спросил Райлан, заметив, что Джанет выглядела несколько растерянно. Он зашел узнать, как идут дела у Феты. «Вообще-то, вы пришли как раз вовремя. Вы могли бы помочь Тимоти поставить кровать в фургон?» «Конечно». Через несколько минут он уже держал тяжелый край кровати, что не представляло для него никакой сложности, и надеялся, что для Тимоти это не окажется слишком тяжело. Тимоти уверил его, что вполне может удержать кровать с другой стороны. Тут Райлан заметил немую мольбу в глазах Джанет и предложил. «Давайте я поеду с вами и помогу ее выгрузить, Тимоти». «О, это совсем не обязательно, пастор. У меня неожиданно выдался свободный вечер», – заверил его Райлан. И, мгновенно изменив свои планы, запрыгнул в фургон. Тимоти не стал спорить. Он стегнул лошадей и покатил в сторону новой квартиры Сабрины на Виллоу-стрит. «Ну как?» – спросила Сабрина, покрасив одну стену в гостиной. Спальня была отдельная, но все остальное в квартире – гостиная, кухня и столовая – умещалось в одном квадратном помещении. «Хорошо», – похвалила Бекки, – «но я не представляю себе, как вы будете здесь спать с таким запахом краски. Сегодня вам лучше вернуться к Джанет». Сабрина посмеялась над плохо замаскированными попытками Бекки хоть ненадолго, но увести ее из этой квартиры. Обе женщины много часов посвятили уборке, после чего Бекки снова вернулась к Джанет, чтобы приготовить ужин. Все время она ворчала, что у Сабрины нет мебели и что у нее не будет даже нормальной кровати. Сабрина не собиралась спать на той кровати, которая досталась ей от предыдущего жильца, поэтому женщины разобрали ее и вынесли на улицу. «Кажется, я слышу звук приближающегося фургона», – вдруг сказала Бекки. «Какого фургона?» «Тимоти везет кое-какие вещи для вас», – ответила Бекки, прежде чем исчезнуть в дверях. Через мгновение она уже предупреждала Тимоти, чтобы тот был осторожен на ступеньках. Сабрина как раз мыла кисти для краски, когда почувствовала, что в квартиру кто-то вошел. Она обернулась и увидела в дверном проеме Райлана Джарвика. «Насколько я помню, мы официально не знакомы», – проговорил пастор своим низким голосом. Он подошел к Сабрине и протянул руку. «Меня зовут Райлан». «Приятно познакомиться».
произнесла Сабрина автоматически, отмечая, что он оказался еще выше, чем ей казалось вначале, и рука, которая держала ее руку, была просто гигантской. «Я не знаю вашего имени», – начал Райлан, но тут появилась Бекки. «Скажите, Бри, куда вам поставить этот небольшой комод?» «А это еще зачем?» – спросила Сабрина. «Не прикасайтесь к той стене, Тимоти», – сказала Бекки, продолжая командовать. «Сабрина только что ее выкрасила». Сабрина почему-то смутилась. В этом Райлане Джарвике было что-то, что тревожило ее. Может быть, причина была в том, как она в первый раз увидела его около конюшни, или же в том, что она не запомнила ни одного слова из его проповеди. Как бы там ни было, увидев его, она почувствовала, что ей хочется спрятаться. «Я помогу Тимоти с кроватью», – сказал Райлан. «В какой стене ее поставить?» Сабрина не имела никакого понятия. Она еще не думала об этом и теперь только молча смотрела на пастора. Райлан не понял, почему его вопрос вызвал у нее такое замешательство. Но поскольку девушка так ничего и не ответила, он просто спустился вниз по лестнице и стал помогать Тимоти. «Что случилось?» – спросила Бекки. «Я думаю, это просто от неожиданности», – ответила Сабрина, когда к ней снова вернулся дар речи. «Здесь ступенька, Тимоти!» – услышала Сабрина с улицы голос Райлана. Она повернулась к Бекки. «Мне нужно спуститься вниз, чтобы увидеться с хозяином. Поставьте вещи там, где найдете нужным». «Хорошо, так и сделаем». Сабрина дождалась, когда мужчины отошли с прохода, и исчезла. Ей действительно нужно было спросить мистера Сангрена насчет ремонта лестницы, но она также рассчитывала, что ко времени ее возвращения Райлан Джарвик уже уйдет. «Как вы ее называете? Сабрина или Бри?» – спросил Райлан у Джанет несколько часов спустя. «Бри? И до сегодняшнего дня она жила у вас?» «Да, она шокировала нас своим переездом», призналась все еще расстроенная Джанет. Она старалась смириться с переездом Сабрины, но это оказалось нелегко. «Я говорила ей, что она может не спешить и спокойно искать себе жилье, но она вдруг взяла, да и сняла квартиру у Сандгрена». «А где бы вам хотелось, чтобы она сняла квартиру?» «В идеале над моим магазином, но эта квартира, к сожалению, сейчас сдана. В крайнем случае, я хотела, чтобы она сняла одну из квартир Хьюлетта». Райлан кивнул. Он понимал Джанет, хотя не вполне разделял ее чувства. Отдельные районы города были не такими безопасными, как другие. И он понимал, как сильно это могло беспокоить женщину. Было ясно, что Сабрина тоже не разделяла опасений Джанет. «Я заметил, что Бри приходила с вами в церковь», – сказал Райлан после краткого молчания. «Да, она была печальна и сказала, что скучает по своей церкви в Денвере». «Она далеко уехала от дома». «Это так», – согласилась Джанет. «Я полагаю, что Денвер связан для нее с какими-то тяжелыми воспоминаниями, и кто-то из друзей посоветовал ей переехать в Токен-Крик». Если задуматься, такой переезд был действительно слишком дальним. Но Райлан не стал ничего комментировать. Кроме того, ему было интересно, кто мог посоветовать девушке Токен-Крик. У него в Денвере осталось много родственников и друзей, и он бы не удивился, если бы оказалось, что он знает этого человека. «Еще пирога?» – предложила Джанет. Райлан не успел еще сегодня поужинать и потому согласился. Хезер только что уложила спать Фету и тоже присоединилась к ним. Все трое беседовали еще долгое время после наступления темноты. «Как вам спалось на новом месте?» – спросила Джанет, когда Сабрина пришла на работу в среду утром. Она не удержалась и обняла девушку. «Великолепно. Спасибо за кровать и другую мебель. Вы слишком щедры, Джанет», – поблагодарила Сабрина, чем рассмешила даму. «Вы только усложняете мне жизнь». «Что вы имеете в виду?»
«У меня есть для вас кое-что еще», – сказала Джанет, скрывшись в заднем углу мастерской и тут же вернувшись. «Эту вещь так и не забрали заказчики, и я думаю, что она будет вам как раз». С этими словами Джанет протянула девушке темно-синюю юбку с широким поясом, которая, казалось, была сшита специально для Сабрины. «Я не могу просто так взять у вас юбку, Джанет». «Конечно можете! Я хочу, чтобы вы ее носили!» Сабрина приложила ее к себе. Юбка смотрелась идеально. «У меня есть белая блузка, которая очень подойдет к этой юбке», произнесла девушка тихим голосом. «Спасибо, Джанет». «Пожалуйста, оденьте ее завтра, чтобы я могла посмотреть, как она на вас сидит». «Я так и сделаю». Принявшись за работу, женщины продолжали разговаривать. Джанет расспросила Сабрину о ее новом жилье и соседях. При этом Джанет молчала о своих опасениях, хотя в душе она продолжала бороться с независимостью Сабрины. «Замок на моей двери все еще не исправен», сказала Сабрина Бутчу Сангрену в тот вечер, решив, что если так пойдет и дальше, она не заплатит всей суммы за аренду. «Эту деталь нужно отнести на кузницу, а у меня нет времени», – сказал он. «Отнесите ее сами и потом скажете, во сколько обошелся ремонт». Никакие другие слова не напугали бы Сабрину сильнее. Ей меньше всего хотелось встречаться с Райланом. Тем не менее, на следующий день она заставила себя взять нужную деталь с собой на работу. Она надеялась, что Джанет понадобится сегодня сходить в ту сторону, и тогда девушка сможет попросить ее зайти по дороге еще и в кузницу.